Время покупок настало. Студия Starbreeze перед выходом в релиз своего симулятора ограблений Payday 3 решила запустить бету. Надо сказать, закрытые тесты проходили и до этого, но я в них не участвовал. Теперь нам дали попробовать готовый продукт, и что я увидел, расскажу в ролике. Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Очень рад вам на канале. Симулятор ограбления добрался до цифры 3. Помню, как соседом в общаге гоняли во вторую и проводили там часы. Потом учеба закончилась, мы разъехались и игру я забросил. И вот третья часть, главным отличием которой должен стать стелс. Но давайте по порядку. В бете всего одна карта режима ограбления и 4 уровня сложности, которые отличаются тем, что стараются максимально усложнить вам стелс прохождения. Проходил я по стелсу без того, чтобы нас засекли 2 раза, и оба раза с одним и тем же человеком. С парнем, судя по всему, американцем. Мы были вдвоем и 2 бота, поэтому договорились пройти по-тихому. Боты при этом спокойно стоят снаружи и ждут, не порти вам прохождение. Надо сказать, для стелса даже на этой карте есть несколько путей. Вы можете пролезть через двор, открыв сетку и вскрыв горелкой окно, но здесь сразу больше шансов спалиться камерами и охранниками. Гораздо проще вскрыть заднюю дверь, убрать охранника и пролезть на 2-й этаж. Там нужно будет украсть 2 пропуска, залезть в 2 комнаты охраны, вырубить сигнализацию, потом спуститься вниз, отрубить 2 щитка, питающих сигнализацию сейфа, залезть в кабинет главного менеджера, достать из него код для двери, наконец влезть в сейф и вынести деньги. Если вы первого уровня, проделать такое вы не сможете. Дело в том, что в третьей части разработчики ударились в прокачку с головой. Прокачивается персонаж, прокачивается каждое оружие отдельно. Чем больше вы из него стреляете, тем выше его уровень. В зависимости от уровня к оружию покупаются и обвесы. И купить на первом уровне глушитель вы не сможете, а поэтому выстрел в охранника или в камеру услышат все, и стелс накроется. При этом глушитель на каждом оружии ведет себя по-разному. И если на базовом комплекте что из винтовки, что из помпового ружья, что из пистолета выстрел мало кто услышит, то при выстреле из револьвера вы палитесь. Обвесы также делают стрельбу удобнее, и на улучшение оружия стоит потратить время. К тому же мало просто тихо убить охранника, надо сразу отрубить его рацию и унести труп, иначе поднимется тревога. Посетителей можно брать в заложники, отводить в укромное место и там связывать, потому что за убийство гражданских у вас со счета снимают деньги. Со стелсом все хорошо, я правда не знаю, кто его просил, потому что за время беты, а я наиграл, кажется, больше 50 каток, проходил грамотно по стелсу, как я уже сказал, лишь 1 человек, и то на легкой сложности. Когда я спросил у него, как он до всего этого додумался, то он ответил, что читал где-то гайд. Большинство же игроков пытались стелсить из главного зала магазина, что приводило к тревоге. Дело в том, что в штатском ты можешь только вскрывать замки и орудовать горелкой, а оружие доставать только когда маску наденешь. Но сразу после этого любое попадание в поле зрения камеры или охранника приводит к тревоге. С усложнением камеру уничтожать нельзя, охранники и камеры быстрее вас засекают, а на самом сложном уровне появляется больше охранников и начальник охраны, который любит трепаться по рации и в случае, если охранник не выходит на связь, посылает кого-то проверить, что стряслось. Что же до обычного сценария ограбления, то тут все вполне в духе этой игры. Достаем оружие, находим сейф, прожигаем пол над сейфом термитом, закидываем деньги в машину и сваливаем. Попутно решаем возникающие проблемы. Вырубить пожарную сигнализацию, чтобы вода не тушила термит, опускаем блокиратор на дороге, чтобы машина могла уехать. Кто играл во вторую часть, тут ничего нового. Противники прут все теми же волнами, разнообразие врагов в большом количестве. Начинаются волны с простых полицейских и заканчиваются волнами тяжело бронированного спецназа. Боты все так же тупые, прут напролом, берут толпой, не замечают вас временами или тупо застревают в проходах. И легко при вашем перемещении теряют вас из вида. Боты-союзники ведут себя временами лучше, чем живые напарники. По крайней мере, следуют за вами, если вы об этом просите, а не тыкаются во все углы, как слепые щенята. Серьезно, мне 2 раза попадались люди, которые, видимо, играли первый раз
и приняли это за GTA по отстрелу полицейских. И как бы я их ни звал, они оставались в главном зале и стреляли в полицию. Общение в игре налажено удобно. Если нет голосового чата, вы всегда можете быстро выбрать в круговом меню команду. Другого для общения здесь особо и не нужно. Так вот, про историю с теми новичками. Я открыл сейф, перетаскал деньги, опустил 2 раза блокиратор, но в конце меня снял Джаггернаут, а напарнички запрыгнули в машину и уехали. Вышло увлекательно. Боты же всегда следуют за тобой. Поднимать предметы они не могут, но сумки можно закидывать на них, используя как мулов. Стреляют они как только увидят противника, иногда даже сквозь стены и ограды. Разработчики работают над улучшением интеллекта, и впоследствии он должен быть лучше. Прокачка персонажа порадовала. Вы можете в рамках игры создать 4 разных персонажа. У каждого можете распределить навыки на свой вкус. Создать полевого медика, танка, персонажа под стелс или что-то среднее. Очки не общие на все 4 персонажа, а на каждого персонажа выдается количество очков по уровню. Каждому можно добавить свой набор оружия, настроить его внешний вид и подобрать маску. Выбор даже для беты приличный. Маски вроде отсылают к каким-то фильмам и играм, но пофиг, потому что унылее или веселее от этого играть не становится. Часть косметики будет доступна лишь за реальные деньги в магазине. Персонажа за реальные деньги прокачивать нельзя, только играя. Хочется сказать, что разработчик действительно учел просьбы фанатов и поработал над игрой в том направлении, в каком они просили. И, собственно, для них игра и сделана. Человек же, как я, который когда-то много играл во вторую часть и теперь поиграл в одну карту Payday 3, ему покажется, что это все та же игра. Графика такая же, боты все так же тупые, а схема ограблений так с первой части не поменялась, как и большинство противников. Стелсом озабочены здесь немногие игроки, поэтому найти игру высокой сложности на бете было непросто. Один раз на 16-м левеле я попал в команду настоящих профи, они даже не пытались пройти игру по стелсу, а буквально минут за 10 вынесли все из банка и уехали. Это была самая короткая и результативная игровая сессия. Мы вынесли из банка около 600 тысяч. Вроде бы как можно в игре будет закупать криптовалюту и потом покупать за нее что-то. Но нафига оно все сдалось в симуляторе ограблений, до сих пор не пойму. И карта одна, а даже на ней попадались баги. В основном кнопки взаимодействия с предметами уезжали либо вверх, либо круто вправо. Итог такой: кто серию любит, тому стоит заморочиться с покупкой, дабы поддержать разрабов рублем. Правда, учтите, что в России игру не купить, а турецкая лира покоряет дно по сравнению с долларом. Кто все же горит желанием посмотреть весь контент игры, а не одно ограбление, добро пожаловать в Game Pass. Издатель Deep Silver подтвердил, что со старта игра будет доступна в Game Pass, что говорит о том, что продажи не радуют, и чтобы игроки не бегали только с ботами, игру хоть так набивают народом. К слову, в первый день беты игроки находились без проблем. Во второй день сервера легли и полдня поиск не работал. Под вечер и воскресенье играть приходилось в основном с ботами. Игра выйдет 21 сентября 2023 года. Русский язык прилагается в виде субтитров. Игра появится на ПК, Xbox Series XS и PlayStation 5. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал донатами, подпиской, лайками и комментариями. Благодаря вам канал существует и развивается. Поддержать канал, а также вступить в группу ВК, где я публикую больше игровых новостей, а также поболтать мы можем в Discord. Все ссылки в описании. А отдельное спасибо Даниилу Павчик и моей жене Надюше за многолетнюю поддержку канала. Пока-пока и не бомби по пустякам.